расскажу некоторые такие практические советы, как побеждать судьбу легче, как молиться. Вам интересно? Как жить правильно и так далее. Если у вас будет отпуск, поедьте в святое место. Поселитесь где-нибудь там в храмовой гостинице, в какой-нибудь, но обязательно с тем человеком, который там разбирается во всем. Или найдите такого человека, или там найдите, чтобы он вам все рассказывал. Потому что человек сам все понять не может. Ему нужно увидеть глазами того, кто уже знает. Если вы приехали и не ходите туда как экскурсовод, заставьте себя там что-то делать, это будет очень сложно. Но заставьте себя что-то сделать, возьмите просто полы помойте там, или еще что-то сделайте полезного в святом месте. Если вы сможете это сделать, вы почувствуете такое счастье, которое вы никогда в жизни не чувствовали. Мне рассказывает один мой знакомый, он православный человек. Он ездил на Валаам и там походил везде, позаботился обо всех, там изучал, послушал. Даже слушать о своем месте, святом месте — это служение. Он это все поделал, послушал, позаботился обо всех. И потом в конце, когда уже устал он очень сильно, и этот монах, который ему все объяснял, он уже был вечер поздний, и они ничего не кушали. Он ему говорит: слушай, давай я тебя накормлю хлебушком, который я сам испек с любовью для Бога, и молочком, которое я сам подоил с нашей коровки храмовской. Потому что уже поздно, и вся еда, которую приготовили, уже она съедена. Вот остался только хлеб и молоко. Он говорит: ну давай. Хотя он знал по моим лекциям, что на ночь хлеб не надо есть. Но я при этом не говорил, что освященный хлеб не надо есть. И он взял этого хлеба теплого, только испеченного, и молоко парное, которое тот подоил у своей коровы. И так как это все с любовью предложено ему было, и так как это все было освящено, и так как этот монах смотрел на него с любовью, когда он ел, потому что монах сам не ел, он сначала его решил накормить, то этот человек испытал такое счастье в этот момент, которое он никогда в своей жизни не испытывал ни от чего. У него слезы полились из глаз, и он ел, захлебывался этими слезами, потому что он не мог выдержать это счастье психически просто. И он говорит: я это никогда не забуду, этот момент жизни. Это невозможно забыть. И когда я его услышал, я понял, что у меня тоже был такой момент в моей жизни. В этом самом месте Шри-Рангами, о котором я вам рассказываю, там есть такие священники, которые всю жизнь просто тем занимаются, что они готовят на дровах пищу с любовью, с молитвой, и потом людей кормят этой пищей. И мне повезло, что такой священник один, он как-то меня заметил, и, не только меня, всех моих друзей, потому что мы белые, там все индусы, у меня обычные, белые какие-то. И он взял и лично позаботился о нас. Он сам нам наложил все, сел напротив нас и начал смотреть на нас с любовью, когда мы кушали. И когда я начал есть эту пищу, меня начало колбасить, то есть меня трясти начало вот так вот. И я почувствовал очень большое счастье. Я не могу это сейчас. Я смотрел на этого человека, и я не мог понять, как столько любви может в человека помещаться. Вроде роста маленький, любви, просто океан внутри. И он смотрел на меня, и у него слезы лились из глаз. Когда, на нас он смотрел, как мы ели. Человек, который способен почувствовать освященную пищу настоящую, он получает такой удар по своему существованию,
такая сила в него входит, что это невозможно описать словами. Вам надо просто такую пищу найти, потому что сила освещения пищи бывает разной. Бывает так сильно освещена пища, что когда человек ее ест, вот так прошибает насквозь, что это невозможно описать словами. И после этого мы поехали в другое святое место потом. И когда мы остановились в этом месте, с Шри-Ланками, там рядом железнодорожная станция, то поезд неожиданно встал на 1,5 часа. Там в Индии все возможно. Там непредсказуемо все. Ну, что-то поломка какая-то. И сказали, поедем только через 1,5 часа. И у меня было 1,5 часа. А ехать туда, ну, где-то впритык прямо вот туда и назад, понимаете? Ну, и даже на покупку времени не хватает, чтобы эту пищу купить. И я ломанулся, взял ведро, короче, и ломанулся туда. Ну, мне было все равно, успею я на поезд, не успею. Даже паспорт забыл взять с собой, представляете? И я приехал туда, набрал целое ведро этой пищи, потому что там долго было ехать. И поехал назад. И я прямо на подножку поезда заскочил. Они все были просто с квадратными глазами, ребята. То есть они были в шоке все, когда это увидели. Я успел, слава Богу. И потом мы всю дорогу ели эту пищу. Не по режиму дня. Не по режиму дня ели, потому что пища освященная, и мы просто не могли наесться ее. И чувствовали необыкновенное счастье. Так, первый совет, который я вам хочу дать: научитесь готовить с молитвой. Ваша жизнь изменится колоссальным образом, даже не представляете как. А если вы хотите помочь своим родственникам, то не надо ничего даже делать. Вы просто сделаете так, чтобы они ели эту пищу освященную, которую вы с молитвой готовите. И вся их жизнь начнет меняться. Это 100% факт. Вы даже не представляете, как сильно сознание влияет на человека того, кто готовит пищу. У вас было в жизни такое, что вы что-то кушать начинаете, и вдруг вас тошнит, чуть ли не вырвать хочется, и уже противно от этой пищи, вы даже смотреть на нее не хотите, но при этом она свежая, все нормально. Было такое в жизни? Вот знаете, это произошло от того, что человек, который готовил, у него было отвратительное настроение, отвратительное сознание. И это все сознание пропитало эту пищу, вы начали есть, и вас просто вырвало. Почему? Потому что это невозможно перенести. Вот точно так же, когда у человека необъятная любовь в сердце, он с любовью готовит, и потом это все точно так же входит в пищу обязательно. И человек потом дальше испытывает огромное счастье. Вы даже не представляете, насколько сильно меняется судьба человека от того, что он ест освященную пищу. Я вам расскажу одну историю, в которую вы, скорее всего, не поверите, но, тем не менее, она произошла. И причем человек, который рассказал мне эту историю, его друг, с этим его другом это произошло. То есть я почти знал этого человека. Один человек начал очень сильно старался готовить освященную пищу. И он угостил своего друга один раз этой пищей. И друг испытал большое счастье. Он говорит: супер, мне очень понравилось все. Но при этом он не отнесся к этому серьезно, просто продолжал свою жизнь. И потом в один прекрасный момент, через несколько лет, они уже давно не встречались, он уже жил в другом городе. Этот друг приходит к нему во сне с переломанной головой, с переломанной ногой и говорит: слушай, спасибо тебе большое, ты так мне помог этой пищей. Говорит: если бы я ее не поел, сейчас моя судьба по-другому совсем пошла. Но так как ее поел, я очень получил большую милость за это. Спасибо тебе большое. И исчез. И он в результате просыпается, звонит ему на телефон, не может дозвониться, звонит его маме. И мама говорит: а он погиб в железнодорожной катастрофе. И говорит, он погиб, у него был перелом черепа, он от этого погиб, и у него сломана нога еще была. Представляете? Просто один раз человек поел освященную пищу, он пришел после того, как оставил тело, специально поблагодарить, потому что видно, какое-то прощение он получил за это в жизни. Что-то у него хорошее в жизни произошло, и он пришел поэтому благодарить. Такая необычная история.
Хочу вам рассказать, что есть методы разные победы над судьбой. И все эти методы, они сотканы из аскезы, но есть разные способы совершать аскезу. Например, если человек решил много ходить непрерывно, да, то лучше это делать в святом месте. Например, вы поехали в какое-то святое место и можете по часовой стрелке его обходить. Когда человек это делает, он получает такое благо от этого, которое не сравнится с тем, что если бы он обходил, допустим, какой-нибудь театр, допустим, в Перми. Понимаете, когда человек по часовой стрелке обходит какое-то место, он своей аскезой, когда человек аскезу совершает, у него психика становится очень чуткой. И человек, вот, допустим, он идет, не переставая долго, да? Мало того, что он свое здоровье улучшает от этого, самое удивительное заключается в том, что в это время, когда человек длительно идет, у него очень сильно повышается чувствительность по отношению к тому месту, где он находится. И так как это святое место, оно начинает соединяться с ним. Очень важно именно идти по часовой стрелке, а не против. И даже если вы бегаете где-то, лучше бегать по часовой стрелке. Я помню, мы с моим помощником Максимом пробежку делали на стадионе в Чебоксарах. И на этом стадионе все бегали против часовой стрелки, представляете? Я думаю, Господи, какие несчастные. Потому что когда человек бегает против часовой стрелки, он копит себе напряжение. А когда человек бегает по часовой стрелке, ну или просто туда-сюда, допустим, то он лечит себя. По часовой стрелке он лечит, а против часовой стрелки напряжение нарастает. Поэтому, если вы решили, допустим, соединить поход вокруг святого места со здоровьем, то делайте это по часовой стрелке. И долго-долго ходить, постепенно чистота святого места откроется перед вами. Точно так же не бойтесь в святом месте омыться холодной водой. Мало того, что когда человек омывается холодной водой, происходит апгрейд. То есть у него все плохое выходит из него, а все хорошее остается. Понимаете? Поэтому омовение холодной водой в целом хорошая штука. Понимаете? И поэтому и крещение, оно именно ледяной водой делается и в святой день. Понимаете? Для чего это делать? Потому что все, человек становится как белый лист бумаги. И в него входит и священник, раз его в этот момент, и обрызгал святой водой. Он омылся, да? Он очистился, у него ледяная вода все убирает ненужное. На время это происходит. Раз, вот так на момент человек чистым стал, как белый лист бумаги. И в этот момент ему раз на голову святую воду. И все, и он раз, и поменял свое восприятие мира. Понимаете, это как это крещение так происходит. И если вы в святом месте, именно во время, когда все это делают, святые люди, будете совершать такие омовения, вы получите очень большое счастье. И даже просто нахождение в святом месте. У нас была передача в Москве, там она вся была именно, говорилось о каких-то чудесных исцелениях. Собрали докторов разных, меня тоже туда пригласили. И на этой передаче разные люди рассказывали, как вот случаи исцеления разные чудесные, там тоже что-то рассказал. И одна женщина, она сама главврач в очень престижной больнице в Москве, она рассказала историю своего чудесного выздоровления. А я не буду говорить, какое она болела неизлечимым заболеванием, которое никто не может вылечить. Она лечилась у всех своих друзей в Москве, самых именитых врачей. Никто ей не мог помочь. И она тогда просто обратилась к Богу за помощью. И она начала молиться, молилась. И в какой-то момент ночью ей снится сон, что она едет в Европу куда-то, в такой-то монастырь, вот в такое-то место, и живет там неделю. И за эту неделю у нее раз и проходит ее болезнь. И она там во сне в этом, что это за монастырь конкретный, и так далее. Все там, во сне нет неизвестных. Все она там никогда не была в жизни. Она просыпается утром, открывает интернет,
находит, что есть такой город, есть такой монастырь там, берет отпуск, валит в этот монастырь, живет там, по-моему, 2 недели и вылечивается от своего неизлечимого заболевания. Вот все как во сне было сказано. Потому что вторая стадия победы над судьбой — это знание. Вот, допустим, ты молишься Богу, правильно, если молиться, потому что я сейчас вам расскажу, как правильно, как неправильно, то на второй стадии ты узнаешь, как вернуть жену. Бог тебе все покажет, вот картинку, и ты будешь точно знать. Потому что на первой стадии человек даже не верит, что это произойдет. Но когда первая стадия произошла, победа над судьбой, у него в сердце знание, что все будет хорошо, пришло уже, бац, и пришло. А на второй стадии человек получает знание, что делать уже, у него полная инструкция. Но все равно еще этого не произошло, потому что это происходит на третьей стадии уже. Когда ты находишься за третьей стадией, то у тебя нет сомнений уже, что ты можешь все, что угодно победить в своей жизни. Если Бог не хочет, чтобы это осталось. Если Он хочет, чтобы это осталось, ты тоже об этом узнаешь. Итак, как правильно читать молитву? Есть много способов победы над судьбой. Например, просто служение в храме, просто кормить нищих, желательно рядом с храмом, просто ходить на службы. Это дает разные результаты. Например, если человек кормит нищих рядом с храмом, то он побеждает в своей жизни то, что его сильно мучает. Например, он не женатый, не замужем, пошел кормить нищих. Его сильно мучило, он не хочет, не может жить один. Пошел кормить нищих, а нищие чего хотят? Хотят кушать. Так как они получают свое, ты тоже получишь свое. Хоть это и не голод. Допустим, у тебя голод по личной жизни, получи личную жизнь. Но там надо как бы заработать столько, сколько ты накормил, столько и получишь, понимаете? То есть не то, что один раз покормил нищего там какого-то, и бац, тебе на всю жизнь жену дали, да? Все зависит от того, сколько ты сделал. То есть если ты кормишь и кормишь, и приходит время, все, получи и распишись. Вот тебе жена. Это не то, что ты получишь такую жену прямо вот, какую положено тебе, чтобы она тебя мучила, как положено получишь все. Ну, как бы проблема-то в том, что некому мучить, понимаете? Человек страдает от этого, а тут как бы вот родной человек, он тебя будет мучить, как положено. Потому что это же есть судьба, ты же ее не победил. Вот. Ну, хороший человек. Бог дает только хороших людей. И вы будете меня спрашивать: Олег Геннадьевич, у меня хороший очень человек, только не пойму, почему он меня мучает. Я объясняю, потому что так положено, потому что мы что-то плохое делали в жизни в прошлом, и как еще сделать так, чтобы нам это назад вернуть? Вот если меня будет мучить в автобусе какой-то чужой человек, да я вообще не среагирую. А если близкий, которого я верю, вот тогда я среагирую. Вот поэтому Бог и сделал близких людей, чтобы мы получали назад то, что заслужили. Больше не через кого. А самый дорогой мне человек — это мой ребенок. Значит, через него получишь самую дорогую судьбу. То, что даже через мужа не получишь, получишь через ребенка. Понимаете? Потому что чем что-то дороже тебе, тем сильнее судьба работает. Такая система. В Ведах описано один царь, очень возвышенная личность. Он молился Богу, чтобы Бог ему дал такого ребенка, от которого бы он получил столько счастья, сколько никто на этой земле не получал. Он именно хотел счастья от ребенка, больше ничего. И один мудрец святой, он ему сказал: слушай, может, тебе не надо такую молитву читать? Зачем тебе так много счастья от ребенка? Он говорит: нет, я хочу, у меня такое желание. Он говорит: ок. Этот великий мудрец. И благословил его. Потому что сам этот человек не мог добиться. Он молился, он попросил помощи этого мудреца. Он говорит: хорошо, но я тебя предупреждаю, что цель человеческой жизни — это не получать столько счастья от ребенка, поэтому тебе придется получить и страдания, чтобы был баланс.
Тот говорит: да я на все согласен, дайте мне вот счастье от ребенка, у меня все есть, я царь, как бы, у меня счастья от ребенка нет. Мне нужен такой ребенок, чтобы я получил максимум счастья. Все, давайте, короче, мне счастье. Ну, хорошо, как скажешь. И у него, он провел определенный ритуал, и у этого царя рождается сын. Да такой сын рождается, что у него было несколько царевен, что все царевны остальные не могут спать даже спокойно, потому что они так сильно завидуют этой царевне. И он души не чает в этом сыне, и проходит 5 лет, он просто как во сне живет, столько счастья он получает, и наступает момент, когда царевны уже не выдерживают, те остальные, и отравляют этого ребенка насмерть. И царь в результате потом получает столько же страданий, сколько он счастья получил. И когда этот мудрец опять к нему приходит, он говорит: слушай, вообще зачем это все надо, как этот мир удивительно устроен? Неужели, он говорит, всегда так в жизни происходит, что если я хочу счастья от этого мира, я получаю столько же счастья, сколько страданий? И этот мудрец говорит: воистину ты прав. Если человек от этого мира хочет от чего-то много счастья, то он обязательно от этого получит столько же и страданий. И тогда царь его спрашивает: а как же тогда жить в этом мире? И мудрец говорит: если ты хочешь счастливо жить, откажись от своего счастья. Начни служить Богу, служить другим, и тогда ты будешь бесконечно много счастья получать, но при этом никогда не будешь получать страданий. Но для этого ты должен шагнуть в пропасть. Этот шаг в пропасть — это и есть то, чего очень трудно сделать, труднодостижимая вещь. Например, жена тебя мучает, а ты ее прощай. Это шаг в пропасть. Ну как же так? Это несправедливость. Это и есть тот путь, который приносит счастье. Ну ты скажешь: откуда мне взять силы? Некоторые люди мне говорят: Олег Геннадьевич, я все делаю, как вы, но у меня сил на это нет. Я говорю: поэтому и Бог сказал, что сначала нужно к Нему обратиться и Ему служить, чтобы силы получить для всего остального, а потом уже живи счастливо в этом мире. Чтобы служить мужу так, как надо, нужны огромные силы, потому что если ты Ему служишь, и он истощает, как бы он гордится собой от этого, ты становишься униженной. А если ты его не служишь, а наоборот его воспитываешь, то он становится как тряпка, а ты становишься гордой. Или он воюет с тобой постоянно. Ну то есть, ничего не получается без Бога. Потому что когда человек богатым становится, и женщина наполняется чувством собственного достоинства, она становится сильной внутри себя. Она по-доброму может сказать мужу строго, и он услышит ее, потому что она стала сильной. Или она может так служить ему, что он не загордится собой, потому что он побоится загордиться рядом с таким человеком. Понимаете? Поэтому мы должны стать богатыми, мы должны наполнены Богом быть. Но это наполнение идет через несколько способов. Я вам сейчас эти способы рассказываю. Все эти способы называются жертва. Или очень сильный поступок внутри себя. Первый способ — это полюбить старшего, святого человека. Это жертва, потому что мы любим только себя. Или другого человека в себе. Полюбить святого человека — это не так полюбить, как мужика женщине, потому что она, женщина, мужчину любит только потому, что он показывает ей себя. Вы понимаете, то есть любовь к мужчине означает фактически любовь себя в нем. Но любовь к святому человеку не такая. Она другую природу имеет. Ты про себя в этот момент вообще забываешь, потому что когда девушка любит парня, она для себя же его любит, понимаете, и про себя забыть не может. Она его ревнует всем, ну и так далее. Даже мучает его самого потом своей ревностью. Но когда человек любит святого человека, он забывает про себя и в этот момент побеждает судьбу. Точно так же, когда человек начинает истории о жизни святых людей или священные писания читать,
и вдруг он эти священные писания начинает любить, забывая про себя, в этот момент он побеждает свою судьбу. Точно так же, когда человек служит в храме или заботится обо всех ради Бога и забывает себя во время этой заботы, он побеждает судьбу. Точно так же, когда человек слушает тех, кто молится, и пытается услышать их со всей силы, потому что он не доверяет своему слушанию, он понимает, что он не может услышать их так, как на самом деле они молятся. Он слышит только в них то, что может услышать, и он хочет больше услышать. И для того, чтобы слушать их сильно, он включает разум, а разум включается только через звук. Поэтому начинает так же, как они, повторять молитву вместе с ними, и так же, как они. И в какой-то момент его голос становится очень твердым, наполняется силой, потом раскрывается сердце. И он от своего сердца начинает эту молитву повторять. И потом он постепенно в этой молитве так настроен на слушание, что в какой-то момент раз, и его память вот отсюда вот уходит туда. Она уходит к ним. И человек впервые в жизни чувствует, что он вроде бы живет, но при этом не думает о себе. Он реально это чувствует, что он забыл про себя. Потому что пока это не произошло, человек не может в это поверить. И он привык, он всегда сам в себе находится. Но тут он забывает совсем про себя и думает о тех, кто молится. И в восторг входит очень сильно. В этот момент начинается сжигаться судьба. Веды говорят точно так же, как дрова горят в огне, так и злые поступки сгорают в человеке, когда он в своей памяти забыл про себя и помнит о святости или о Боге. Или о служении, или о заветах, которые он дал своему наставнику. Когда человек так живет, забыв про себя, он сжигает свою судьбу, потому что судьба находится в памяти. И эта память о себе, она притягивается звуком. Понимаете, оказывается, наша судьба вот здесь в сердце звучит. Но мы не знаем, что это звук. Этот звук, он просто так быстро соединяется с нашей памятью и мыслями о себе, что мы не чувствуем этого звучания, а мы сразу просто помним о себе. И вот эта память о себе, она всегда приковывает нас к себе, и поэтому мы постоянно находимся в рабстве своей судьбы, потому что мы прикованы к этому звуку о себе, который называется памятью о себе. Но это на самом деле звук, чтобы вы знали. Так вот, если человек произносит звук, направленный на Бога, хотя бы даже так, как другие это делают, этого вполне достаточно, чтобы когда-нибудь, в какой-то момент, наша память о себе стала слабее, чем память об этой молитве. И в этот момент человек начинает сжигать свою судьбу, потому что энергия Бога входит в него. Пока человек думает о себе, энергия Бога туда войти не может. Точно так же, допустим, человек молится за своего близкого, но пока он думает о своем близком и помнит его во время молитвы, энергия Бога туда не войдет. Но если человек перестал думать о близком и думает о Боге, или помнит тех, кто молится и думает о них, то в этот момент энергия Бога заходит в его близкого и начинает менять его жизнь. Так можно помогать близким. Одна женщина подошла ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, вы говорите, что можно помогать близким. Я 3 года молилась за своего сына, и ни на йоту его жизнь не изменилась. Я сразу задаю ей вопрос: а о ком вы думали, когда вы молились за своего сына? Вы думали о Боге или о сыне? Она говорит: конечно, о сыне, потому что я за него же молилась. Я говорю: ну поэтому ничего и не получилось, потому что вы Бога туда не пустили, потому что судьба побеждается в памяти. Если ты память свою направляешь на Бога, то тогда твоя память соединяется с Богом, а не с Сыном. И тогда судьба Сына начинает меняться, потому что Он также живет в твоей судьбе. Но если ты память оставила на Сыне, Бог туда не зайдет, потому что у тебя такой выбор. Ты не даешь возможность Богу решать этот вопрос, а хочешь решать сам. Ты не отвлекаешь свою память от Сына,
а держишь ее внутри него, не хочешь думать о Боге, не можешь, может быть. Она говорит: Олег Геннадьевич, я хотела отвлечься, хотела, но не смогла. Я говорю: ну я же вам объяснял способ. Вам в этом случае нужно было включить голос тех, кто молится, и вместе с ними молиться, думая об их молитве, а не о своей. И она говорит: вы знаете, мне все время казалось, что я сама справлюсь. Я говорю: так это же просто гордость. Вам надо сейчас вот так и попробовать взять, молиться с теми, кто умеет, выбрать каких-то искренних, кто молится, людей, и как они, вместе с ними молиться и стараться про себя забыть, думать о Боге или об их молитве. И тогда в этот момент вы пройдете сначала 3 стадии приближения к победе над судьбой в молитве. Первая стадия — это способность слушать, не отвлекаясь. Вторая стадия — у вас появится в вашем голосе, потому что воистину сильно слушать может только тот, кто сам повторяет. Потому что настоящее сильное слушание живет в вашем звуке. Если вы копируете тех, кто молится, не обязательно по скорости одинаково, а настроение надо копировать. Если вы копируете тех, кто молится, то вы обязательно придете к такому моменту, что вы как будто слились с ним в голос, слились. У вас как будто одинаковый стал голос. Это первая стадия. На второй стадии у вас появится опора на их звук, и ваш голос станет сильным. Вы никогда такой голос не слышали, вы ему удивитесь своим голосом, потому что он у вас станет как у женщины, как колокольчик, как колокольный звон, голос становится сильным, а у мужчины как гром. Когда гром, молнии, гром звучит, так у мужчины так сильный голос мужской таким становится. А женский как колокольчик звенит, как колокол звенит во время службы. Так женский голос таким становится сильным. И вы услышите такой звук у себя в сердце. Это значит, что ваш разум, побеждающий судьбу, включился. На третьей стадии приближения к победе над судьбой вы неожиданно почувствуете, что ваше сердце распахнулось вот так вот. Вот так раз, и вам станет очень хорошо. И в этот момент не надо на этом хорошо уже сосредоточиться и балдеть, сидеть. Надо сразу это хорошо отдавать Богу или тем, кто молится, как благодарность. То есть забыть про свое счастье. Счастье вас испытало, говорит: ну вот у тебя есть счастье. И вы говорите: нет, я не хочу, я хочу отдать все Богу. Вы начинаете в своем звуке уже, как «я тебя люблю», можно сказать, если ты действительно любишь по-настоящему. Так и «я желаю всем счастья» или молитву. Если ты испытываешь это, можешь отдать. И вот с этого момента начинается победа над судьбой. Это описывается как река, которая втекает в ухо человека и вытекает из сердца. Некоторые люди прям так и чувствуют, что они впитывают в себя настроение старших и отдают. Впитывают и отдают, и через них вот это вот течет река, которая потом орошает всю их жизнь. И эта река настолько сильная, что все грехи сгорают, все несчастья, все страдания в жизни человека сгорают. И даже если человек об этом слышит, о чем я говорю, даже в этом случае он чувствует необыкновенную победу в своей жизни. Даже он не просто так делает, а слышит, как это происходит об этом. Он тоже чувствует, что вот оно, вот все, теперь победа придет. Потому что Бог ему подтверждает правильно в сердце, вот так и все должно происходить. Даже если он слушает об этом, не то, что так у него происходит. Очень важно во время молитвы сидеть прямо, неподвижно. Потому что, когда человек не двигается, у него копится сила разума. Когда он начал болтаться, шататься или ходить, у него увеличивается сила ума. Очень важно знать, что когда человек хочет любви от молитвы, он может произносить тихо молитву. Но любовь идет после силы. Поэтому сначала рекомендуется всем произносить громко. А если вы не можете громко произносить снаружи, потому что спят близкие или соседи мешают, боятся, то тогда вам надо эту громкость направить внутрь. Допустим, смотрите. «Я желаю всем счастья». Это громкость, идущая наружу. Теперь «Я желаю всем счастья». Громко, но внутри. То есть я не громко сказал, но как бы сильно внутри, понимаете, тоже громко.
То есть и то, и другое громко. Можно даже шепотом. Я желаю всем счастья. Шепотом уже сказал, но громко внутри себя, прозвучало внутри. То есть сначала человек от молитвы должен получить силу. Чем сердечнее звук у человека, тем больше силы. Например, «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Это звук ума. «Я желаю всем счастья» — это звук чувств. Звук разума — это звук веры и победы. А это можно только сделать, если ты помнишь о победителе. Я, допустим, вспоминаю своего наставника, говорю: «Я желаю всем счастья». Ну, то есть, если я опираюсь на кого-то в памяти, тогда я могу этот звук произнести. Если нет, значит, этот звук разума просто никак не возникнет. Потому что без памяти разум не работает. Нужно помнить о чем-то возвышенном, чтобы разум включился. Иначе у тебя этого звука не произойдет. Если ты хочешь, чтобы духи тебе не мешали, всякие злые мысли, тогда возьми просто обычную свечку или топленое масло, туда помести, возьми просто с топленым маслом тарелочку, и фитилек оттуда вытащи, и зажги его. И вот это масло топленое, оно обладает силой разгонять духов. Если ты будешь читать молитву, оно станет освященным, само собой. Точно так же делает обычная парафиновая свечка, потому что парафин — это тоже, благостная вещь, потому что он получен от пчел. А пчелы, именно пчелиный парафин для свечек надо брать, понимаете? Потому что есть пчелиный парафин, знаете об этом? Воск для свечек от пчел. И этот воск... Что, уже пора заканчивать, да? Я думал, до 10 лекций. До 9? У нас в 11 поезд, мои хорошие. Без 10-11. Ну понятно, я знаю, что вы имеете в виду. Я буду давать консультации даже из окна своего вагона. В этом случае. Ладно, все сели прямо. Я просто заговорился уже. Лекция должна закончиться давно, да? Сейчас помолимся вместе, пожелаем всем счастья, потом вы дома потренируетесь. Я надеюсь, я вас не утомил? Нормально все? Я остаюсь с вами. Вы когда лекции будете слушать, я буду с вами. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.